Добрый день. Это видео я решил записать после того, когда в поисковике искал, как же сделать камин в квартире, прежде чем купить себе такую вещь. И, к сожалению, ни одного адекватного видео я на эту тему не нашел. Поэтому решил записать это видео, может быть, кому-то будет полезным. Итак, речь в этом видео пойдет о том, каким образом сделать камин в квартире, в обычном доме. Итак, смотрите видео, я все подробно расскажу. В конце видео приведу все цены, что сколько мне обошлось, что сколько стоило. Так, вот такой камин. Эй, можно поаккуратнее с моим камином? Тут получается чугун идет, здесь плитка. Между ними там расстояние, конвекция будет. Ну и тут дымоход надо будет нарастить, вот такой вот до самого потолка туда зайти. Такая хрень. Открывается, туда дровишки. Вот так. Тяжелый, зараза. С Серегой, блин, еле занесли. Разбирали его. Вот эти элементы, получается, снимаются. Вот это снимается, крыша снимается. И низ, получается, снимается. Топка отдельно заносится, там ручки есть. И все элементы. Но они реально, блин, массивные. С кафеля. Посмотрим, как будет работать. Это бэушка с Германии. Так, ну вот смонтировал дымоход на крышу. Еще, правда, надо здесь сделать теплоизоляцию, специальной базальтовой ваты проход и закрыть вот этот вот элемент, который будет всю эту некрасивую херню закрывать. Ну вот так выглядит камин. Подставочка. Здесь расстояние. Так выглядит. Так, ось так виглядає змонтований димоход. Це ревізія для прочистки. Там переход з 150 діаметра на 170. Ось так підмурований. Вмурована прочистка, потім іде труба. І монтаж до кровлі через Masterflash. Ось так виглядає. З цього боку все герметично. Ось такий ось монтаж димохода. Так. Зроблено все на чердаку звичайного будинку. Так. Классно видно, как работает система дожига газов. Видите, вот через эти дырочки вылетают прям пламени. Такие, если бы дрова заложить чуть-чуть подальше, чтобы лизало заднюю стенку, то вообще было бы, наверное, круто видно, как оно вот этот, как газ, получается, воспламеняется, выходя из вот этих вот отверстий. Ну, блин, круто выглядит. Короче, так должна работать современная печка. То есть не только горение, но еще и дожигать те газы, которые сверху не успели воспламениться. И часто ошибка такая, что они воспламеняются уже внутри дымохода, и дымоход греется до красна. Ну, в основном в банях, конечно, не в каминах, но тем не менее. Это за счет того, что доступ воздуха есть, а газы недожженные, недопаленные. То есть такая вот система вторичного дожига. Так вот она работает. Итак, как и обещал, более детально с ценами.
Сам камин, правильное его название, это каминофен, я приобрел в Германии, мне его привезли. Он был БУ, цена его в Украине уже с доставкой составила 1100 евро. Это была первая трата, которую необходимо было сделать. Выбрать там модель, наличие и так далее. То есть все моменты. Он был уже в Украине привезен. Вот. Мне достаточно было только его заказать. Новой почтой мне его прислали. К слову сказать, он достаточно тяжелый, поэтому одному человеку никак не осилить. Мы заносили вдвоем. Об этом я, в принципе, вам уже говорил. Следующий большой шаг – это сам дымоход, то есть система дымоудаления, которую необходимо было организовать в многоквартирном доме. Благо, я живу на последнем этаже двухэтажного дома, и мне этот вопрос было легче реализовать, чем если бы вы живете этажами ниже, тогда надо выбирать другую схему. У меня же получилось следующим образом. В бетонном перекрытии между чердаком и моей квартирой я сделал отверстие алмазорезом 250 мм, куда вывел трубу дымохода с черного металла у меня, крашеная, 2-миллиметровая, диаметром 150 мм. Вторая такая глобальная трата, это было приобретение дымохода, который будет идти внутри квартиры. Он должен был быть эстетическим, долговечным и так далее. То есть он сделан из катанной трубы, вареной, 2-миллиметровой, окрашен специальной краской, которая не горит, не выгорает. И плюс он должен быть надежным. Весь этот дымоход состоит у меня из 3 элементов. Это капельник, то есть такая система, которая позволяет собрать дымоход не по дыму, а по конденсату. Это очень важный момент для того, чтобы стекающий конденсат по трубе не давал вам ржавые потеки. Все это собиралось на специальный жаропрочный герметик. Вторым элементом был шибер. Это тоже такая необходимая вещь. Она позволит вам, когда вы не пользуетесь камином или печкой, перекрывать, чтобы лишнее тепло через дымоход не уходило у вас из квартиры. И, собственно, сама по себе труба. Здесь у меня 2 элемента, один метровый, другой 1,5-метровый, которым я вышел из непосредственно уже через перекрытие. Дальше необходимо было сделать переход со 150 на 170. Так как у меня труба вторая была сэндвич с керамикой с диаметром 170 мм. Здесь была как раз моя ошибка, что вначале я купил как раз таки переход со 150 на 180 в надежде на то, что мне это подойдет. Оказалось, что неправильно было посчитано. Необходим был наружный диаметр, и надо было покупать переход с 150 на 200. Таких переходов в наличии не было, поэтому я собрал его из 2 элементов. С одного перехода с 150 на 170 и второй со 170 на 200. Всю эту конструкцию, выйдя из перекрытия бетонного, я утеплил специальной минеральной ватой, жаростойкой, специальной, которая создана для каминов и печей, и обложил кирпичом. Таким образом, весь этот переход, который вышел у меня через мое бетонное перекрытие, был утеплен ватой и обложен обычным красным кирпичом. После чего я начал выстраивать уже дымоход, сэндвич-дымоход, который снаружи был одет в нержавейку, а внутри это керамический дымоход. Выбрал его тоже не случайно, из-за надежности, так как я отвечаю не только за свой дом, за свою квартиру, а строю это все на квартирном доме, и впоследствии это надо будет все легализовывать, то выбрал уже 100% надежный вариант. Он хоть и дороже, керамический дымоход. Он состоит из ревизий, для того, чтобы его можно было почистить, и непосредственно секций самого дымохода. Немножко о ценах. Этот дымоход черный мне обошелся примерно в 5000 гривен, а сэндвич, тот, который уже непосредственно проходит через кровлю и выходит на улицу, обошелся где-то в районе 11 тысяч. С учетом доставки. Секции тоже достаточно тяжелые, они по полметра. Но тем не менее это керамика и нержавейка. Достаточно все такое увесистое.
В целом сам монтаж занял времени немного, но то, чтобы собрать все эти элементы пазла и полностью все это выстроить, ну, забрало у меня где-то порядка 1,5 месяца. Пока все элементы, все детали, все, что я заказывал, все пришло, все надо было добыть. Вот. Ну и финальным штрихом это было как раз таки организовать изоляцию со стороны кровли, для того, чтобы влага и осадки не попадали мне на крышу и, собственно, не лились потом через потолок на голову. Я выбрал вариант так называемый мастер флэш. Это такой вот элемент, который силиконовый, непосредственно примыкание к дымоходу силиконовой, и алюминиевая пластина. В целом оделось это все неплохо, учитывая то, что наружный диаметр моего дымохода оказался 300 мм, а таких больших флешев не оказалось с нормальной площадью, поэтому я купил диаметром 275 мм, стоил он 1500 гривен, обрезал его, и в принципе на 300 диаметр он нормально наделся, все хорошо и герметично. Вот в целом все это удовольствие мне обошлось, ну там без малого, наверное, может плюс-минус, это вот 1500 евро. То есть если вы надумаете собирать себе подобную конструкцию, готовьтесь к тому, что это обойдется, ну, выльется в какую-то копеечку. Учитывая нашу обстановку и ситуацию, когда нам необходим альтернативный был источник тепла, в связи с теми событиями, которые сейчас произошли, у нас война, и у нас, по сути дела, отключают не только электричество, не только электроэнергию, но и вместе с ней включается центральное отопление, я живу в доме с центральным отоплением, то необходимо было придумать какой-то вариант, чтобы 100% не надеяться на электроосвещение. К слову говоря, сейчас я записываю это видео, а света у нас как раз нет. Но этот вопрос решается более простым и дешевым путем, приобретением прибора, который бы делал вам из 12 вольт 220, или как я, приобрести готовую станцию зарядную, которая в принципе позволяет вам этим светом пользоваться, когда электричества нет. Но этот вариант не позволяет вам обогревать дом, если у вас нет других альтернативных источников. Поэтому вот такой вариант был выбран, и он работает, к слову, очень неплохо. Мы пользуемся этим камином уже порядка 2 недель. Расход дров небольшой, в среднем, наверное, 4-5 полен вот, за одну протопку. Протапливаем один раз, в среднем в районе 4 часов все это длится, то есть от момента растапливания до того, как полностью все погаснет, и я перекрываю все регулировки, которые есть на этой печке, вот, для того, чтобы уменьшить интенсивность пламени, и перекрываю шибер. И в принципе печка вся керамическая, она хорошо набирает температуру, и там пару часов потом еще отдает тепло уже непосредственно в квартиру, при том, что она уже потухла. Ну, кому было интересно смотреть это видео, подписывайтесь, может быть еще какие-то альтернативные видео, или кому интересно, пишите в личные сообщения, помогу, укажу, где, что я покупал, что, сколько плюс-минус стоит. Ну вот так вот.